Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал Z Handmade. Это первая часть видео мастер-класса по вязанию диснеевского слоника по имени Дамбо. Вот такой вот слоник с оригинальными треугольной формы ушками. Рост данной игрушки 21 сантиметр. Практически все детали вязаны по ходу вязания, кроме хобота и шапочки. Они у нас будут пришивными. Для вязания данной игрушки нам понадобится плюшевая пряжа. На этот раз я буду вязать светло-голубого цвета. Нам понадобится, это будет основной цвет. И основного цвета нам понадобится моточек и еще немножечко. Даже меньше этого клубочка. Вот. Далее дополнительный цвет светло-розовый. Далее желтый цвет для вязания шапочки и окантовки воротничка. И красный цвет для вязания самого воротничка. Также нам понадобится не плюшевая пряжа, совсем чуть-чуть черного цвета для вышивания бровей. Основной крючок, у меня это крючок номер 5. Перед вязанием предлагаю посмотреть мое короткое видео, которое называется «Два способа вязания крючком». Ссылочку я оставлю под этим видео. Его рекомендую обязательно посмотреть. Почему? Потому что это может повлиять на размер игрушки. Итак, основной крючок у меня это номер 5. Дополнительный крючок меньшего размера у меня это 2,5. Ножницы. Маркер для отметки рядов. Швейная игла для пришивания хобота, шапочки и вышивания бровей. Швейная нить. Длинная игла для утяжки мордочки. Пластиковые кружочки. Это для подошв. Нам понадобится таких кружочков 4. На данный момент у меня пока готовы 2. Их диаметр 3 сантиметра. Нам понадобится на все 4 ножки. Далее нам понадобятся глазки. Я использовала глазки размером 15 миллиметров. Вот такие вот блестящие. Вот в комплекте шли вот эти крышечки, и они совсем не крепятся. Как я не пробовала их фиксировать, никак у меня это не получилось. Поэтому заглушки я буду использовать от других глаз. Вот такие вот блестящие 15 миллиметров. И заглушки я возьму вот такие. Они хорошо их держат. И нам понадобится наполнитель. Итак, давайте приступим к вязанию. Начнем наше вязание с вязания верхних ножек. Берем плюшевую пряжу дополнительного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2 и 6. В следующем ряду делаем 6 прибавочек, то есть провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Вяжем так до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали. Далее можно будет отметить новый ряд маркером. И в следующем ряду вяжем 1 столбик без накида плюс 1 прибавочка. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали, новый ряд отметили. Теперь предыдущую вот эту вот последнюю прибавочку мы
немножечко распустим. На ней мы будем менять цвет пряжи на основной. Так, берем пряжу основного цвета и довяжем эту прибавочку последнюю. Далее следующий ряд вяжем 18 столбиков без накида за заднюю стеночку каждой петли. Вяжем до конца ряда 18 столбиков без накида за заднюю стеночку каждой петли. Провязали, новый ряд отметили. Далее отрежем ниточку дополнительного цвета, нам уже не нужна. Завяжем на узелочке. И вот этот вот хвостик тоже зафиксируем на одной из стеночек, подходящей нам петелечки. Достаточно одним узелком. И продолжаем наше вязание. Провяжем один ряд без изменения, 18 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. В следующем ряду вяжем 1 столбик без накида плюс 1 убавочка. Провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. Так вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали, новый ряд отмечен. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 12 столбиков без накида. Провязали. Далее ставим пластиночку. И немного наполним наполнителем. Наполняем плотненько, но в то же время соблюдаем меру, чтобы игрушка у нас не была каменной и тяжелой. Продолжаем наше вязание. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И далее мы будем формировать коленочку. Колено. Вяжем одну прибавку. Провязываем в одну петлю 2 столбика без накида. Далее вяжем 1 столбик без накида. Далее вяжем еще одну прибавочку. И до конца ряда вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Отмечаем новый ряд. В этом ряду
у нас должно получиться 14 столбиков без накида, то есть 14 петель. Следующий ряд вяжем без изменения 14 столбиков без накида. Провязали, отметили новый ряд. В этом ряду следующем продолжаем формировать колено. Для начала вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем одну убавочку. Далее вяжем 1 столбик без накида. Еще одна убавочка. И до конца ряда вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Отмечаем новый ряд. В этом ряду у нас должно получиться 12 петель. Следующие 4 ряда вяжем без изменения в каждом ряду по 12 столбиков без накида. И наполняем наполнителем по ходу вязания. Итак, 4 ряда вяжем без изменения по 12 столбиков без накида в каждом ряду. Провязали. Далее вяжем 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 10 и 11 столбиков без накида. Далее. И смотрите, чтобы наполнитель был наполнен, у вас ножка наполнитель должна быть наполнена не до конца. Где-то 3 или 4 ряда вот сверху оставьте их вот не заполненными, чтобы эта часть вот была пустая. Итак, 11 столбиков без накида провязали. Маркер убираем. Складываем ножку пополам. И провязываем вместе так, чтобы у нас получилось 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. И вот тут в крайне остаются 3 петельки. Так, последний столбик я провязываю крючком меньшего размера, чтобы он не был выпирающим. И далее подхватываю сначала 2 петельки, протягиваю ниточку. И вот эту крайнюю, которая осталась без пары, я завожу крючок вот так вот сверху. И вот здесь вот сбоку вывожу, захватываю нить. Вот на крючке 3 петли, провязываю их вместе. Далее протягиваем ниточку и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И этот хвостик прячем вовнутрь ножки. Вот так вот. Первая ножка верхняя у нас готова. Вторую верхнюю ножку вяжем точно так же. Далее будем вязать с вами нижние ножки. Берем плюшевую пряжу дополнительного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2 и 6.
следующем ряду вяжем 6 прибавочек. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Итоговое количество у нас должно получиться 12. Провязали, отмечаем маркером новый ряд. В следующем ряду вяжем 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Такую комбинацию вяжем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали, новый ряд отметили. Вот эту вот последнюю прибавочку чуть-чуть распустим. На ней мы будем менять цвет пряжи. Берем пряжу основного цвета, довяжем эту прибавочку. И следующий ряд провяжем 18 столбиков без накида за заднюю стеночку каждой петли. Провязали, новый ряд отмечен, хвостики все фиксируем на узелочке и продолжаем наше вязание. Следующий ряд вяжем без изменения 18 столбиков без накида. Провязали. В следующем ряду вяжем так. Вяжем сначала 2 столбика без накида. 1, 2. Далее вяжем 1 убавочку. Провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. Такую комбинацию повторяем 4 раза. И в конце закончим 2 столбиками без накида. Итак, это у нас третья комбинация. 2 столбика без накида плюс 1 убавка. Далее четвертая комбинация. 2 столбика без накида плюс 1 убавка. И заканчиваем ряд 2 столбиками без накида. Отмечаем новый ряд. В этом ряду у нас получилось 14 петель. Далее вяжем 2 столбика без накида. Вяжем 1 прибавку. Провязываем в 1 петлю 2 столбика без накида. Так мы повторим 4 раза. И закончим 2 столбиками без накида. Так, это третья у нас комбинация. 2 столбика без накида плюс 1 прибавка. И последние 2 столбика без накида. Отмечаем новый ряд. Следующие 4 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 18 столбиков без накида. Провязали. Далее вяжем 2 столбика без накида.
плюс 1 убавочка. Так повторяем 4 раза и закончим ряд 2 столбиками без накида. Итак, провязали комбинацию 2 столбика без накида плюс 1 убавочка 4 раза, так провязали, и заканчиваем наше вязание 2 столбиками без накида. Далее в этом ряду у нас получилось 14 петель. Далее 2 ряда вяжем без изменения, в каждом ряду по 14 столбиков без накида. Провязали. Далее маркер снимаем, делаем соединительную петлю, протягиваем ниточку и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И ставим пластиночку. И старайтесь так, вот там, вот, где у нас был переход цвета от розового к голубому, там, где у нас остались хвостики внутри, которые мы фиксировали, их уберите так вот в сторонку, чтобы они не мешали, чтобы их не было между пластиночкой и вот этой вот подошвой, иначе не будет настолько плоско, они будут мешаться, будут выпуклыми. Так, пластиночку ставили и наполняем наполнителем. Нижние ножки у нас будут наполнены до предела. Мы их еще дозаполним потом, когда будем привязывать к туловищу. Итак, наполняем плотненько, но в меру. Итак, вот так вот выглядит нижняя ножка. Сильно не наполняйте наполнителем, чтобы потом было удобно вязать. В процессе дальнейшего вязания дозаполним потом. Итак, вторую нижнюю ножку вяжем точно так же. Далее свяжем с вами хвостик. Берем пряжу основного цвета, крючок основной, и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2 и 6. Далее вяжем ряды без изменения, в каждом ряду по 6 столбиков без накида, и вяжем хвостик длиною 5 сантиметров. Провязали. Далее хвостик наполнителем не наполняем, складываем его пополам и провязываем вместе 3 столбиками без накида. 1, 2, и вот здесь крайняя петелечка, она без пары остается. Итак, последний столбик я провяжу крючком меньшего размера, захватываю вот так вот сверху и сбоку вывожу крючок, захватываю рабочую нить
и провязываю столбик без накида. Далее протягиваем ниточку, отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И этот хвостик прячем вовнутрь вот этого хвостика. Вот такой вот хвостик. Далее вяжем с вами ушки. Берем пряжу дополнительного цвета, крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Делаем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание. Ниточку я завожу сверху. Это как бы не сильно имеет значение, но вот мне больше нравится заводить ниточку вот эту вот рабочую сверху. Далее вяжем одну прибавочку, провязываем в одну петлю 2 столбика без накида. Далее вяжем 1 столбик без накида. Вяжем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание. Далее вяжем одну прибавку. Вяжем 1 столбик без накида. И вяжем одну прибавочку. Вяжем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание. Вяжем одну прибавку. Далее вяжем 3 столбика без накида. Далее вяжем одну прибавку. Вяжем одну воздушную петлю, разворачиваем наше вязание. Далее вяжем прибавку. Далее будем вязать здесь у нас в середине за счет крайних прибавочек. Серединка будет постоянно увеличиться на 2 петли. Теперь здесь вяжем 5 столбиков без накида. 3, 4, 5. Вяжем одну прибавку в конце и вяжем воздушную петлю. Разворачиваем вязание. Также в начале ряда делаем прибавку. Здесь вот в середине у нас на 2 петли уже увеличивается количество петель. Вяжем 7 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7. В конце у нас опять прибавочка. Делаем воздушную петлю и разворачиваем наше вязание. Итак, еще один ряд провяжем вместе, а далее будете вязать самостоятельно. Итак, вяжем в начале одну прибавку. Здесь уже на 2 петли посерединочке у нас увеличилось. В предыдущем ряду было 7 столбиков без накида, а в этом ряду мы уже вяжем 9 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 и в конце прибавка. Воздушная петля и разворот вязания. И вяжем так до серединного количества петель между прибавочками 35. Каждый новый ряд начинаем вязать с прибавочки, далее вяжем столбики без накида, заканчиваем ряд прибавочкой, воздушной петлей, разворачиваем вязание и продолжаем вязать. Крайний ряд у нас должен получиться с количеством петель 39. Это у нас серединные 35 петель и крайние 2 прибавочки. 1 и 2. Довязали, ниточку фиксируем, отрезаем. Ушко у нас будет состоять из 2 треугольников. Одно розовое, второе у нас будет голубого цвета. Голубого цвета треугольничек вяжем точно так же, но на нем мы в конце ниточку не обрезаем. Будем продолжать вязание, будем соединять 2 части. Но это уже будет в следующей части видео мастер-класса, поэтому кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть видео мастер-класса по вязанию слоника по имени Дамба. Всем спасибо большое, что вы вяжете вместе со мной. Всем пока-пока!